Всем привет! Сегодня у нас обзор на оборудование от компании SIY, и это довольно-таки новый продукт, их новый AI-модуль отслеживания, то есть модуль с искусственным интеллектом. И в этом обзоре я расскажу, для чего он нужен, а также покажу его в деле. Давайте смотреть, что это. Вообще, для чего компания SIY сделала этот модуль? Вот ту линейку камер, которую они представили в последние 2 года, начиная с камеры A8 и заканчивая камерой ZT-30 и ZT-6, их новой камеры. Там есть нюанс в том, что из-за того, что они с зумом, очень сложно удерживать объект в кадре и одновременно лететь за ним. Ну, то есть мы должны и управлять камерой одновременно всеми вот этими ее осями, и в то же время управлять дроном, летя за объектом. Так вот, этот модуль решает эту проблему. Вы просто нацеливаетесь на объект, тапаете на него, да, что вы хотите отслеживать, и все, далее этот модуль все сделает, как говорится, за вас. Он будет и камерой управлять, чтобы держать объект в кадре, и если вы активируете соответствующий режим в автопилоте, он будет еще дополнительно и самим дроном управлять, летя за объектом. Вам остается только смотреть на него. Поэтому лишний раз подчеркну, что этот модуль совместим со всеми камерами SIY на подвесе. То есть, начиная с камеры A8 mini, далее камеры ZR10, ZR30, ZT6 и ZT30. Поставляется он вот в такой вот коробке, довольно небольшой. Здесь вот обозначены ее ключевые функции. Одной из основных функций указывается его вычислительная мощность 4T Computing Power, то есть 4 топса вычислительной мощности. Топс — это, насколько я знаю, одно тензорное вычисление в секунду, то есть 4 тензорных вычисления в секунду может производить этот модуль в целочисленном однобайтовом, пространстве. Я на самом деле плохо ориентируюсь в этой теме, и, наверное, эти числа, которые я озвучил, будут больше понятны тем, кто постоянно занимается машинным обучением и искусственным интеллектом. Ну, чтобы вот вам сравнить ее вычислительную мощность в плане искусственного интеллекта, например, десктопные видеокарты RTX 3000 серии от компании NVIDIA, это 3050, 3060, имеют примерно 60-80 топсов в секунду. Ну, то есть, видите, да, там на порядок больше. Но здесь, опять же, у нас миниатюрный маленький модуль, а не десктопная видеокарта. Также здесь указывается, что этот модуль может отслеживать. Это автомобили, человека, другие какие-то движущиеся объекты. Ну, и помимо отслеживания, одной из основных характеристик, это то, что с помощью этого модуля вы сможете полноценную функцию follow обеспечить на своем дроне. Так, давайте посмотрим поближе на него. Вот так он выглядит. Довольно-таки небольшая такая коробочка. Корпус выполнен целиком из металла, скорее всего это алюминий. Является довольно-таки массивным. Давайте его взвесим. Вес модуля составляет ровно 60 граммов. И это довольно-таки немного. Теперь взглянем на его размеры. 43,5 миллиметра. Ну, он, в принципе, квадратный. 43 на 45. А его толщина составляет 25 миллиметров. Вот такие у него габариты. Что касается внешнего вида, сверху мы видим вот такой вот вентилятор. По-моему, это тот же самый вентилятор, который ставят на юниты МК-15. Но обратите внимание, что он довольно быстро вращается, по-моему, быстрее, чем на юнитах. И от него могут исходить довольно значительные вибрации. Поэтому следите за местоположением данного модуля на своем дроне. Один торец у нас пустой. С другого торца у нас расположены 2 сетевых порта LAN 100 мегабитных, 2 витых пары и разъем питания. Что касается питания, данный модуль поддерживает, как и все остальное оборудование SIY, питание до 6 банок, до 25 вольт, от 11 до 25 вольт. А эти 2 разъема, по сути, представляют собой коммутатор. То есть, когда вы будете подключать камеру и воздушный юнит, да, вразрез, вы не думайте, что эти пакеты данных будут проходить как бы сквозь него, да, и
там что-то будет накладываться. Нет, он просто идет отдельным таким устройством в сети. На другом торце у нас располагаются два индикатора. Это индикатор питания и статуса. Также есть кнопка сброса и вот такой вот длинный порт. В инструкции указано, что это UART порт. Причем указано, что здесь 2 TX и 2 RX, как будто здесь два UART порта. Для чего он нужен, в инструкции не сказано. Возможно, позже мне удастся узнать, для чего нужен этот порт. Ну, либо инструкция обновится, и там тоже это укажут. На другой стороне у нас имеется слот для SD-карты, microSD карты и разъем microHDMI. Здесь нет USB разъема. И вся конфигурация, все конфигурирование данного модуля проводится через слот microSD с помощью карты памяти. На самом деле настроек у этого модуля совсем немного. По сути, это его сетевой адрес, а также адрес клиента, из которого брать ему видеопоток, ну и его порт. По умолчанию этот модуль имеет 60-й адрес, то есть 192.168.144.60, и я не советую вам его менять. Что касается настроек, прежде чем что-то поменять, вам сюда нужно установить флешку microSD с файловой системой FAT32, и после включения модуль запишет туда два текстовых файла. Это текущие настройки и настройки, которые вы можете поменять. То есть вы заходите в текущие настройки, видите, на какие адреса он настроен. И, допустим, если вам нужно поменять видеоадрес клиента, то вы заходите уже в файл setIP и прописываете там нужный вам адрес. После этого сохраняете файл setIP, устанавливаете сюда флешку, включаете модуль, ждете там 3-5 минут, и новые настройки записываются в его память. В общем-то, и все, что можно с этим сделать. Далее давайте рассмотрим, что у нас тут еще есть за провода. Это стандартный набор, как правило. Итак, стандартный кабель питания с разъемом XT30. Далее есть два кабеля для соединения с камерой или юнитом. И также Y-кабель для того, чтобы подключить его именно к юниту, взяв от него питание. То есть мы этот конец подключаем к юниту, а этот уже подключаем к питанию и, соответственно, к одному из LAN-портов. Еще раз обращу ваше внимание, что нет никакой разницы, в какой порт вы что будете включать. В какой камеру, в какой будете включать юнит или, может быть, даже коммутатор. Я вот, например, буду к коммутатору один порт подключать. Все это у вас находится в одноранговой сети локальной, поэтому маршрутизация в любом случае будет налажена между устройствами. Ну и маленькое дополнение по поводу потребления. 8 Вт энергии потребляет данный модуль в процессе работы. Ну, это довольно-таки немало. Что ж, ну а сейчас я быстренько настрою этот модуль на нужный IP-адрес и установлю на свой гексакоптер, подключив к нему камеру ZR30. И мы посмотрим, как она будет отслеживать. А далее я вам покажу, как настроить автопилот для работы с функцией режим Follow. Ну и, конечно же, мы сейчас все это полетаем, проверим, как это работает. Итак, переходим к установке AI модуля на мой гексакоптер. Заметно прибавилось проводов со времен первых сборок. Итак, этот юнит я планирую установить вот сюда назад, на место автопилота. Раньше он у меня здесь стоял, и ему тут, мне кажется, прям самое место. Напомню, автопилот у меня теперь стоит здесь на отдельной виброразвязке. И так работает гораздо лучше. Итак, ну и по поводу проводов. Я воспользовался всего лишь двумя проводами. Первый провод у меня Y-кабель. Вот, это тот, который поставляется с AI-модулем. Он у меня подключен вот сюда в коммутатор. И, соответственно, с коммутатора он у меня берет и питание, и сеть. Подключаем его в соответствующие порты. Ну и еще один провод мне потребовался из комплекта. Этим проводом я подключился в порт Ethernet камеры ZR30. И, соответственно, его я подключаю во второй LAN-порт. Ну или в первый, разницы нет никакой. Ну вот и все подключение. Осталось прикрепить его вот сюда, на это место, уложить провода. И, в общем-то, вот так вот просто этот модуль устанавливается. Итак, Екса собрана, вот так установлен модуль. И теперь, что касается настроек.
Обращаю ваше внимание, что обязательно необходимо подключить камеру к полетному контроллеру. О подключении ZR-30 к полетному контроллеру N7 от компании SiWay я рассказывал в прошлом ролике в обзоре на ZR-30 камеру, часть 2. Там прям в самом начале два способа подключения я рассказывал. И здесь при работе с AI-юнитом вам нужно пользоваться вот этим вот вторым способом. Повторю еще раз на экране все настройки, которые необходимо ввести в полетный контроллер. Если вы все сделали правильно, у вас должен мигать индикатор камеры двойным зеленым цветом, а также должна появиться иконка в приложении SiWay FPV, два желтеньких таких квадратика цепочкой связанных. Это значит, что у вас нормально идет общение между камерой и полетным контроллером. Ну и теперь, что касается режима Follow, чтобы он работал, чтобы вот этот модуль управлял полетным контроллером. Тут на самом деле практически нечего настраивать. Вы просто переходите во вкладку Setup, полетные режимы и просто на нужном вам диапазоне назначаете режим Guided. То есть этот режим вы включаете после режима Loiter, и в нем у вас AI-модуль сможет управлять дроном, когда он отслеживает объект. Также компания SiWay советует в меню Config на вкладке Extended Tuning проверить параметр Waypoint Navigation. Именно ее скорость. У меня вот здесь стояла 1000, я поставил 900 см в секунду, такой же, как и в режиме Loiter. Ну и в общем-то на этом все. Теперь при активации режима Guided у вас дрон должен лететь за отслеживаемым объектом. Ну и теперь проверим подключение. Если вы все сделали правильно, в Ping Tools у вас будет примерно такая картина. Вы можете посмотреть список устройств. Как видим, у нас здесь есть как воздушный модуль, так и наземный модуль. Также есть две камеры, 25-26 адрес, и сам AI-модуль, 60 адрес. А теперь давайте перейдем в SiWay FPV и настроим все это. Не забудьте проверить версию программного обеспечения SiWay FPV. У меня последняя 15.696. Это важно, потому что это самые новые функции. Смотрите, есть нюанс. Так как у нас AI-модуль забирает видеопоток с камеры 2, это 26 адрес, то теперь подключиться к камере 2 по 26 адресу и взять с нее видеопоток мы больше не сможем. Нам придется выбирать сразу AI-камеру. Ну а второй камерой у нас будет камера A2 Mini. Она у нас камера 1. Ну и все, после этого у нас должна появиться картинка. Да, вот мы видим две картинки. Камера ZR-30 у нас была на максимальном зуме, вот я ее сейчас убрал. Ну и как видите, у нас здесь тот самый значок желтый, о котором я говорил. Если он у вас здесь активен, значит камера связана с полетным контроллером. И немножечко о новых иконках. Верхняя иконка — это функция трекинга, то есть отслеживания. Вот сейчас я ее включил, и как только здесь появится какой-то движущийся объект, модуль начнет его отслеживать. А вот третья иконка с двумя такими самолетиками — это как раз-таки режим Guided, который позволяет дрону лететь за отслеживаемым объектом. В общем-то, на этом подключение и настройка закончена. Теперь давайте протестируем этот модуль. Итак, приехали в поле, сейчас начнем полевые испытания AI-модуля. Попробуем его в разных режимах. Поднимем сначала дрон в воздух, и я покажу, как он отслеживает в статичном режиме, ну а потом включим режим Follow и проверим уже остальные его режимы. Итак, значит, проверяем настройки. Смотрим, у нас камера А, мы выбираем здесь SiWay AI-камеру, вот эту строчку. Ну а камера Б у нас будет камера 1, это камера A2 Mini, вот она внизу. Сейчас трансляция ZR-30 идет через AI-модуль. И чтобы включить отслеживание, нам нужно нажать вот на эту пиктограмму. После активации теперь модуль, все, что увидит в кадре, подходящее для отслеживания, это, как правило, люди и машины, он, соответственно, будет выводить рамку. Ну, сейчас я вам покажу. Поднимаемся вверх. Так, вот показываю еще раз. Нажимаю кнопку отслеживания, и у нас объект появляется в кадре. Нажимаем далее уже на этот объект, и вот теперь видите, человек начинает идти. Я вообще вот не управляю камерой, но тем не менее она вот продолжает отслеживать. Теперь мы посмотрим, как модуль определит сразу два объекта. Вот сейчас друг на друга пойдут люди. Давайте посмотрим, кого он отследит.
Итак, два человека идут навстречу. Смотрим, что происходит. Да, он взял второй объект, видите, как интересно. Как видите, он перехватил объект и теперь отслеживает совершенно другого человека. Вот это так работает. Так, а теперь давайте посмотрим, как AI-модуль будет отслеживать объект за зданием. Потеряет он его или нет. Сейчас человек пойдет за здание. Дрон висит в этом положении, здание вон там. Смотрим, что происходит. Вот пока он отслеживает, все, объект потерялся. Обратите внимание, что вот этот значок горит зеленым. Значит, он его еще пока ждет в этом месте. А вот когда значок стал белым, значит, он прекратил отслеживание. Так, вот снова, еще раз смотрите. Человек заходит за объект, за здание. Он его теряет, но зеленая кнопка вот эта вот активна. И он снова возвращается в кадр. И после этого продолжается отслеживание. Теперь давайте посмотрим на режим Follow. Прежде всего мы включаем объект, который хотим отследить. В этот момент, когда мы фиксируем объект, у нас фиксируется высота отслеживания. То есть вот сейчас на какой высоте дрон находится, на такой он и будет следовать за объектом в режиме Guided. Далее мы активируем режим Guided. И после этого включаем сам режим на тумблере. Вот все, с этого момента дрон выравнивается, то есть у него камера теперь четко по центру. Вот он, видите, крутит ее. Он выравнивает ее так, чтобы она была по центру. И вот теперь давайте посмотрим, как он будет отслеживать. Иди, потихонечку только. Как видите, дрон полетел. Он полетел за объектом. Вот человек ходит, и дрон за ним следует, старается снимать. Вот так вот это работает. А теперь давайте я вам покажу то, о чем я говорил. Смотрите, мы зафиксировали объект вот на этой текущей высоте. Сейчас я отключу режим Guided, мы вернемся в режим лойтера. Все, дрон завис на месте. Я сейчас подниму его чуть-чуть повыше. Ну, где-то метров там на 4-5 я его поднял. И в этот момент включу режим Guided. И смотрите, дрон начал опускаться. Он возвращается именно на ту высоту, на которой был зафиксирован объект в приложении. Итак, ну что ж, давайте теперь проверим, как работает это все с транспортным средством. Видите, сейчас на экране у нас сразу он определил две машины и почти всех людей. Давайте будем отслеживать вот эту вот синюю машину. Сейчас она поедет. И мы включаем режим Guided и включаем режим Follow. И смотрим, что происходит с дроном. Дрон полетел за объектом. Как видите, он держит машину в кадре на нужном зуме. Вот как это выглядит со стороны. Именно он старается держать ту же дистанцию и высоту, на которой я осуществил захват цели в AI-модуле. Он сам регулирует зум. Скорость полета можно задать в настройках ардупилота. Если не хватает скорости слежения, то можно ее поднять. У меня стоит 900 сантиметров в секунду, то есть почти метр в секунду. Предельная скорость. Как видите, он хорошо работает зумом и старается в кадре держать объект. Оп, потерял! Как видим, сейчас он потерялся. Так, давайте снова тест. Я сейчас с того же самого места. Как видите, он определяет еще какие-то вон квадратные объекты. Снова выбираем объект, фиксируем его и погнали в режим Guided. Смотрим, что будет делать дрон. Дрон сразу полетел назад, сохраняет дистанцию, да, он увеличил зум, чтобы объект примерно был в центре кадра. Держится далеко. Вот она точка. И работает зумом аж на 18 градусов сейчас оптически.
Так, как видим, дрон автомобиль потерял. На большом зуме он слишком далеко отлетел. То есть есть еще косяки в алгоритме. Итак, третья попытка отследить машину. Выделяем. Включаем режим Guided и поехали. Теперь я завел подальше назад дрон. Ну, в принципе, он с режимом следования-то справляется хорошо. У него именно проблемы, когда он, наоборот, задом летит. Видимо, еще не до конца отстроен алгоритм. И он дрон направляет немножечко неправильно. Не понимает, насколько его надо направить назад или вперед. Но в любом случае, видите, я ничего абсолютно не делаю, а дрон следит за автомобилем, причем находится довольно-таки высоко. Пока все идет нормально. Вот, как видите, сейчас автомобиль развернулся, и он без проблем его не потерял. Сейчас дрон летит задом. Ну а теперь давайте я покажу, как он может отслеживать неподвижную цель. Вот смотрите, я, допустим, активирую вот на этот прицеп захват цели. И сейчас попробую поуправлять дроном, чтобы убедиться, что камеру он старается держать прям четко на цель. Итак, поворачиваю дрон, вы можете видеть на второй камере. Вот, как видите, я полетел, но вот отлетаю. Он сейчас работает зумом. Вот видите, долли зум можно сделать таким образом. Я отлетаю, а он зумирует. В принципе, хорошо держит в кадре все. Сейчас я попробую развернуться. Вот, разворачиваюсь, и никаких проблем. То есть, захватив цель в кадр, вы можете видеть на второй камере. Захватив цель в кадр, камера уже больше никуда не дергается. Все по максимуму статично. Вы можете спокойно облетать цель со всех сторон и не бояться, что у вас объект уйдет из кадра. Что ж, заканчиваем тесты, садимся и делаем выводы. Итак, подведем итоги тестирования. Ну, модуль я вынимать отсюда уже не буду, потому что он еще мне пригодится на этом дроне. В ходе теста, в общем-то, единственный глюк, который я заметил, это проблема с отслеживанием, когда дрон летит задом. То есть, когда у него включен режим follow, и объект начинает двигаться на дрон, он либо просто теряет этот объект, перестает его внезапно отслеживать, либо возникает интересная ситуация, когда на большом расстоянии, когда он начинает приближать объект, модуль начинает думать, что объект движется на него и дает команду дрону двигаться назад. Объект отдаляется, соответственно, модуль продолжает приближать объект, и вот в такой вот у него петлю входит, то есть приближает зум и одновременно отлетает. Я когда протестировал, конечно же, отправил производителю фидбэк о том, что вот так и так, в такие-то моменты возникают проблемы. И производитель уже ответил и выложил новую прошивку. Я тестировал на версии прошивки 0.1.1 модуля, а он выложил новую прошивку 0.1.2, где, по его словам, эта проблема исправлена. Вот прошивочка совсем свежая, выложена на сайте 26 апреля. Поэтому вы можете ее скачать и установить. Устанавливается она просто. Вы файл с расширением bin копируете на microSD карту, включаете, ждете 3-5 минут, и после этого, в принципе, прошивка установлена, перезагружаете и можете уже пользоваться. Ну а в остальном модуль произвел только положительные впечатления. Он прекрасно справляется с поставленными задачами отслеживания, особенно когда он летит за объектом, никаких проблем нет, ни с потерей,
ни еще с чем-то. Он отлично управляет дроном. Я, честно говоря, был очень удивлен. Я тестировал его вот здесь вот во дворе, в ограниченном пространстве. Я был очень удивлен, как он точно и плавно управляет вот этим дроном, без резких движений, не хуже, чем какой-нибудь Mavic. Модуль позволяет дрону и камере фокусироваться на объекте. И даже если я после фокусировки начинаю дроном управлять влево, вправо, вперед, назад, крутиться, он все равно старается удерживать объект в кадре вот по максимуму. Ни одного сбоя у меня не было в этом режиме. То есть вы можете нацелиться на какой-то объект, облетать его сбоку, по кругу, и камера у вас всегда будет нацелена именно в эту точку. Ну и в остальном модуль очень легко подключается. Он небольшой, весит всего лишь 60 граммов. Его можно поставить даже на небольшой самолет вместе с камерой A8 Mini и получить вот эту функцию. В целом впечатление у меня по модулю только положительное. Я могу смело рекомендовать его к покупке, и устанавливать его в принципе можно на любые квадрокоптеры, на любые мультироторы. Также его можно устанавливать и на самолете, но в этом случае функции Follow не будет, только функция отслеживания камерой. Ну и это уже здорово расширяет возможности вашего дрона. Если у вас зум-камера, вам не нужно прям точно подстраивать колесиками, центрировать ее. Вы можете просто нажать на объект, и этот модуль всю остальную работу сделает за вас. Что ж, вот такой вот обзор получился. Это явно не последнее видео с этим модулем. Также я думаю, что компания SIY на этом не остановится и в будущем обязательно представит много нового интересного оборудования. Ну и также у меня на канале скоро появятся тоже интересные обзоры на эксклюзивное оборудование. Если не хотите пропустить, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!